Что за видео от Зайву, где он говорит, что Катрин лучший женский снайпер? Hello, Катрин. Что я думаю про себя? Ну, не знаю. И тут следующий вопрос. Когда перейдешь в Valorant? Лучший подарок, который тебе когда-либо дарили? Это... Всем привет, это Катрина. Сегодня я буду отвечать на 50 вопросов. Почему стало мало КС на стриме? Скорее всего, это связано с тем, что каждый день мы тренируемся по 8 часов или более. И поэтому, когда я запускаю стрим, я хочу как-то отдохнуть от Counter-Strike. И поэтому я вместо Counter-Strike начала стримить Just Chatting, там фильмы смотрю, либо GTA. Когда перейдешь в Valorant? Никогда. Будут ли еще стримы с медиагигантами на Твиче? Вообще многие крупные стримеры зовут меня на совместные стримы, но из-за того, что как раз-таки они стримят в дневное время, у меня не получается прийти на их стрим. А Ункер, многие зрители его смотрят и говорят, что вот, он такой-такой, но на деле он очень позитивный и крутой чел. Откуда знаешь о Ункера и Моносе? С Ункером я познакомилась недавно. Я даже не помню, на самом деле, как это получилось. Скорее всего, на моем стриме. А с Моноси это было в 2020-м, если не ошибаюсь. Тогда он кинул мне рейд. У меня было еще очень-очень мало зрителей. И так и познакомились. Когда будешь съезжать от мамы? Вообще, я планировала это в скором времени, но там появились небольшие проблемы, поэтому, наверное, не скоро. Еще не выгнали из ВП? Нет. Когда будет алкострим? Я против алкоголя, не советую вам употреблять его. Чего? Идем после этого? Почему так много ников разных везде? У меня два ника, это Кэтрин и Кьюти Ровер. Кьюти Ровер, он используется на Твиче, потому что Кэтрин на Твиче как-то странно. Вот. А в Counter-Strike Кэтрин. Какой у тебя первый ник был вообще? Первые ники в КС. У меня был какой-то идиотский ник по типу Gamer-Liz. Там вообще кринжатина была. Где можно послушать твой плейлист? Он есть в моей группе ВКонтакте. Также у меня на странице. Все треки, которые мне добавлены, они чем-то мне нравятся, они с каким-то периодом связаны. Вот, и из-за этого они, наверное, и нравятся. Не надоело ли сравнение с Бустером или Чапаевым? Нет, мне это нравится. Не знаю, Бустер крутой, Чапаева красивая. Почему бы нет? Как избавиться от инпут-лага? У меня такой же вопрос. Хотелось бы тоже узнать. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как избавиться от инпут-лага. Расскажи, что это такое для тех, кто не знает. Для тех, кто не знает, что такое инпут-лаг, это... Вообще многие говорят, что это какая-то выдуманная все в голове штука, но на самом деле она действительно существует. Это когда ты двигаешь мышкой и присутствует какая-то задержка, будто ты водишь мышкой по маслу. Почему решила сделать перестановку в комнате? Из-за того, что я купила объектив новый, там было очень мало места сзади, и не было такого, что задний фон размывался. И я подумала, что я уже 10 лет не представляла ничего, надо попробовать. Переставила стол, и мне очень понравилось. Многие, кстати, заценили, это очень красиво выглядит. Что думаешь про Бустера? Что я думаю про себя? Не знаю, классно. Red Bull или Адреналин Rush. Red Bull. Покатаешь меня на гелике? Вопрос про GTA RP. Тебя? А сколько заплатишь? Почему называешь себя мамой на стримах? Если ты мама, то кто папа? И тут следующий вопрос. Какие проги юзаешь для настроек микро? Никаких. Просто по дефолту подключен микрофон и микшер какой-то там выкручен в OBS, чтобы шума не было. Что ты делаешь, когда не играешь? Сплю, наверное. Сплю, лежу, отдыхаю, как-то музыку слушаю. Но сейчас очень мало времени удается поотдыхать из-за такого количества праков и турниров. Мама поддерживает твои успехи? Да, она поддерживает мои успехи. Она очень рада, что я сейчас нахожусь в организации Virtus.pro. Всегда у нее такая поддержка была? Или только после того, как она поняла, что вот, ее подписали, значит, это все не зря? Типа вот когда ты стримила, там, просто играла? Когда я стримила, мне кажется, она, скорее всего, думала, что,
что она делает? Как бы несерьезно. Сейчас она видит, она даже вот на YouTube заходит, там рекомендации высвечиваются, наши видео с девочками, и она прям такая: о, класс, пойду посмотрю. Ну, она видит то, что это все-таки не просто игра. Когда пойдешь в зал набирать массу? Такую банку показываю. Вообще в зал очень хочется, хотелось бы, но опять же, вообще времени нет на это, но надеюсь, что в скором времени получится такое сделать. Думала ли набить себе татуировку? Да, я хочу вот где-то вот тут татуировочку, какую-то значительную для меня надпись, либо рисунок. И надеюсь, что в скором времени я ее сделаю. Ты выбирала уже? Ну, я пока не знаю, что. Что-то прям такое, что прям какой-то момент из жизни, я не знаю. Как стать твоим модером на Твиче? Ну, наверное, самое главное — это присутствовать на стримах, активничать в чате, да и все. Ты сама, типа, их выбираешь? Ну, Да, я вижу то, что человек активничает, и такой думаю, блин, ну если он сидит на моих стримах каждый день пишет в чате, то почему бы ему не стать модератором? Если ему там увидит какую-нибудь гадость, то он сможет удалить или забанить человека. Что за видео от Зайву, где он говорит, что Катрин лучший женский снайпер? Hello Catherine, you are the best OP in female CSGO scene ever. So hopefully you're gonna win this Catherine. You're gonna win the trophy, you're gonna win everything. So give everything for this. Yeah. В телеграм-канале, в моем чате, один мальчик скинул то, что он приехал на... Ну, это в Катовице была. Да, это была Катовица. Вот. И там были девочки, то есть женские команды. Видимо, он пришел к ним, не к ним. И он увидел то, что там Зайву. И я такая пишу: блин, можешь там привет мне от Ольги из Фурии передать? Он такой: да, сейчас. И в итоге она куда-то там ушла, и он словил Зайву. И вот так вот получилось. Ну, прикольно. Какой майндсет нужно выстроить, чтобы не перегорать от КС? Обязательно нужно высыпаться. Вот. И, наверное, иметь хорошие взаимоотношения с командой. Потому что когда у вас какой-то негативный вайб, то, естественно, у вас будет какое-то перегорание от самой игры. Потому что ты заходишь в игру, а у тебя со всех сторон один негатив. Уже в таком майндсете не особо хочется играть. Но мало таких ситуаций, где кто-то злится. Если злится, то там секундное дело. Но мы в последнее время стараемся как-то не проявлять такие эмоции, чтобы другим не вредить. То есть если в команде один затильзится, то затильзятся все. Это очень плохо. Как смотришь на развитие женской КС-сцены? В последнее время появилось много женских составов. Это круто то, что появились женские турниры. Надеюсь, их в будущем появится намного больше, чтобы женский Counter-Strike был таким же крутым, как и мужской. Есть ли какой-то локальный комьюнити у женского КС, или оно просто движется за мужским? Я не знаю, слушай. Как относишься к увеличению популярности онлайна? Нравится это или хочется оставаться со своячками на Твиче? Скорее, большое количество людей, которые пишут там в чат, потому что в такие моменты можно забить на какие-то сообщения в чате, играть в свою игру, показывать, там, шутить, смеяться. Когда мало людей, то есть многие задают какие-то вопросы, а потом начинается: почему ты меня игноришь, почему ты не отвечаешь. Это немножко подбешивает иногда, потому что невозможно как-то на 50 вопросов за 1 минуту ответить. Если бы не КС и стримерство, чем бы ты занималась? По профессии я дизайнер интерьера, и, скорее всего, я бы ушла бы в графический дизайн, либо также в дизайн интерьера. Но я бы хотела свой бренд одежды и музыку какую-то делать. Где бы ты мечтала жить? Я об этом не думала. То есть мне сейчас нравится. Меня устраивает, где я сейчас живу. Хотя еще не было такого, то, что я приезжаю в какой-то город, либо в страну, и вот мне прям нравится. Но по приезду в Армению мне здесь очень понравилось. Я думаю, то, что я бы сюда могла бы переехать. Топ-5 рэперов. Number 1. Morgenshtern. Ладно, шутка. Пусть это будет 13 карат, Оксиген, Маркул, Матранг, Тридент дождя. Если бы ты могла поговорить с любым человеком в мире, то кто бы это был? Не знаю. Никто, наверное. Ты активно ведешь ТГ, постишь мемчики в ВК. Есть ли кто-то, кто помогает вести социальные сети?
А таких людей нет. Все социальные сети я веду сама, кроме мемов ВКонтакте. Мне их делает один зритель, и я их укладываю. Кто самый слабый и самый сильный из стримеров, с которыми тебе приходилось играть? Блин, слабых нет, а с самыми сильными стримеров, это, скорее всего, игроки профессиональные. Какие? Моноси, Фир, Аункер тоже сильный, Анастейс. Вроде все. Какую последнюю книгу ты прочитала? Я не читаю книги. Какими 3 качествами должен обладать человек, чтобы тебе понравиться? Он должен быть умен, круто шутить и, наверное, иметь какие-то цели в жизни. Над каким фильмом ты плакала последний раз? Прорваться в НБА. Мы плакали всем составом. 3 совета себе 5 лет назад. Не быть такой зажатой, не прогуливать пары. Наверное, не тратить столько времени на компьютер. Какой скин и на какое оружие ты бы хотела? АВП, пустынная гидра. Трейд в комментариях. Что нужно, чтобы начать стримить? Компьютер и хороший интернет. Наверное, также уметь разговаривать с аудиторией, не быть зажатым, делать какой-то контент, потому что если ты просто включишь игру и запустишь OBS, то не будет такого, что тебя сразу начнет смотреть 100 человек. Ты достаточно скромно ведешь себя на стримах с другими, в отличие от соло-стримов. Как считаешь, почему? Скорее всего, это стеснение и то, что на других стримах другая аудитория, я их не знаю, я не знаю, что они говорят. Наверное, это меня смущает как-то. Опиши себя в 25 лет. Пивное пузо, 2 ребенка, муж-алкаш. Есть ли у тебя человек, который больше других повлиял на твою жизнь, не считая родителей, кто он? Наверное, это какая-то группа людей. Допустим, я раньше до Counter-Strike играла в GTA, у меня была там компания друзей, и они туда мне очень помогли не то чтобы найти себя, но стать не такой зажатой. Что должно случиться, чтобы ты бросила стримить? Наверное, если заблокируют Twitch, хотя сомневаюсь. Наверное, если у меня найдутся другие какие-то желания, может быть, какая-то другая работа, которая не будет связана и из-за которой не будет времени на стриминг. Потому что даже сейчас, находясь в Ереване, я не стримила уже 5 дней. Встречаться с известным человеком или простым? Скорее всего, простым. Потому что, с известным человеком, это, знаешь, к нему будут постоянно там фанаты, фанатки, все такое. Наверное, это какое-то чувство собственности. Не то чтобы собственность, ревность будет, может быть, неуверенность в себе какая-то. Да и плюс это тяжело. Когда человек известный, у него будто крышу сносит и с ума сходит. Лучший подарок, который тебе когда-либо дарили? Это компьютер. Мне подарила его мама в 2016 году, после чего я очень хотела стримить, но из-за того, что у меня был интернет, который еще в домашний телефон подключен, там была скорость 10 мегабайт, и там было нереально стримить. В чем заключается подготовка киберспортсмена помимо игровой практики? Подготовка, скорее всего, здоровье, наверное, должно быть хорошее, моральное состояние. Расскажи о самых глупых попытках с тобой познакомиться. Привет, у меня 1 уровень фейсита, можно с тобой поиграть? Забустишь меня? На что люди надеются, когда пишут такое? Какую карту нужно вернуть в соревновательный мапул и почему? Трейн. Очень крутая карта была. Не знаю, мне она очень нравилась. Куда бы ты потратила $1 миллион? Наверное, купила бы квартиру, либо дом, машину, обеспечила бы себя на многие года, также обеспечила бы маму, купила бы ей все, что она бы захотела. Оставшиеся деньги там бизнес, не бизнес, еще 5-е, 10-е, путешествия. Был ли момент, когда ты хотела все бросить и уйти из киберспорта, стриминга и т.д.? Конечно, такие моменты были, потому что иногда очень тяжело, когда слишком много игры в жизни, это все давит, еще там на стриме душат все, и как-то все это прям копится, и ты такой думаешь, сейчас я удалю все социальные сети и... Никогда не буду. И никогда не буду, и пропаду отовсюду. Как справляешься с поражениями и празднуешь победы? Поражения,
Грустить от поражений бред. Скорее нужно просто фиксить свои ошибки, а победы, ну так чисто радуемся. Хи-хи, ха-ха, там. Кто твой кумир, с кого ты берешь и брала пример? Кумир в плане киберспорта – это Монесий, потому что в 2020-м, когда он еще был не настолько, ну прям не настолько известным, вот как раз-таки после рейда он очень вкинул мотивационную фразу для меня, потому что тогда я была не настолько сильная в плане игры. Он заходит ко мне на стрим и пишет то, что, ну, как бы он даже на то время был очень хорошим снайпером. Он пишет мне на стриме в чат, то, что у тебя очень хорошо получается в АВП играть, что-то типа этого, и это в тот момент это очень меня замотивировало. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Cutie Rover.